Great Britain. Great Britain. Все, тогда Всё. my fault, my fault. Я ничего не понял, честно говоря. А, Форклог пишет. Это мы уже, что было дальше. Что было дальше, да. Если кто-то меня слышит, заберите нас отсюда, пожалуйста. Что-то сегодня не так. Ну все, тогда уходим в ТикТок. Там тут Ютуб. А что ты сразу обижаешься? Сегодня новости. С ним уже хуже не будет. Хуже уже не будет. Супер выпуск. Да это не вставляйте, пожалуйста. Всем привет! Самые актуальные новости мира криптовалюты и финансов в Гагарин Шоу. И с вами ее бессменный ведущий Глеб И Вова. Пользователь... Не стучи. Не стучи. Не стучи. Пользователь биткоина увековечил рождение сына в блокчейне. Один из пользователей первой криптовалюты, когда у него родился сын, он решил отправить транзакцию и подписал ее: «Привет, Ной, этот мир для тебя будет большим ковчегом. Плыви по гавани криптовалюты, твой отец. Когда плывешь, поделись». Не, жена просто лежит, как бы. Я рожаю! Сейчас, 2 секундочки, я уже добавляю в блок. 2 секунды, не спеши, пожалуйста. У меня отошли воды. Тут Сейчас. Он говорит: отдать швартовые. Говорит: подожди, я дописываю. А, кстати, Говорит: новая. брось якоря. Нет, очень круто, ты да. знаешь, ты просто же Не добил. не дочитал, да. Я увековечил рождение моего первого ребенка в лучшей, неизменяемой и децентрализованной базе данных, которые я знаю. Я хочу тебе, значит, новоиспеченный отец, сказать, что ты увековечил появление своего первого ребенка путем запуска, значит, специальной такой штучки, которая долетела до еще другой штучки, и там завязался некоторый процесс. Вот именно в этот момент ты увековечил, значит, а не в момент... Ты сейчас про метазоиды и клетку? А вообще, на самом деле, он такой приходит Так, радостной жене. Жена родила, Так, значит, ребенка, его первенца, мальчика. Такая лежит уже счастливая, такая прихорошилась немножко, такая, знаешь, уже отошла после родов. Лежит такая, ждет, сейчас он зайдет с бриллиантами. Он говорит: родная, она что? Он говорит: а у меня для тебя кое-что есть. Она такая, оп, уже чуть-чуть ерзает по кровати, такая ждет, знаешь, сейчас вот какая-то подвеска, бриллианты какие-то. Она что? Она что? Я увековечил нашего сына в блокчейне, солнце. И потратил на это все наши сбережения. Да уж, конечно. Ну ладно. Ну, а может быть еще, знаешь... Давай вот, оставим их семейку. да, ты знаешь, почему он его Ной назвал? Почему? Она говорит: милый Атику. Он говорит: значит, сына назовем Ной. А ты, кстати, не сказал, источник новости — это многоуважаемое нами издание Forklog. Форклог. И ни копеечки нам за это не перечислили. Мы просто работаем. уважаем это издание. Форклог. Мы работаем не для вас. Мы работаем не за деньги. Скоро нам нечего будет есть. Нет, ну я считаю, это круто на самом деле. Это Гагарин Шоу. Там написано: Вова читает. Ты. Я понял, я думаю, как начать. Как написано, начни. Китайский сервис по заказу такси Didi начинает работать с цифровым юанем. Второе по популярности приложение для заказа такси после Uber, Didi, может стать первой частной компанией. Они, кстати, скорее всего, из-за названия не вышли на наш рынок. Uber смог, а Didi нет. Диди. Хотя, кстати, я бы пользовался Didi. Болт-то Не, ездит. ну Bolt ездит. Болт ездит везде. Может стать первой частной компанией, которая будет принимать к оплате национальную криптовалюту Народного банка Китая. Нет, вот этот не делай. В Bloxbridge подчеркнули, что пока нет подробностей или официального подтверждения от оператора приложения Didi. Однако новости об этом должны появиться в ближайшее время. А мы уже читали как-то новость о цифровом Быть может, юане. как бы опять-таки, но вроде бы. Нет, смотри. Хотя не каждый, как бы, но и все же. Я Ты понимаешь, скажу. о чем речь. Оно, конечно, да, но ежели как что, не потому, что, дескать, например, но тем не менее, однако. Увольте. Двигаемся дальше. Обсуждать не будем. Козе баян. Это Гагарин Шоу.
Слушай, ну было, ну такое. Прикинь, проводят день поля в Татарстане. Ты представляешь? Ой, день пойла или поля. В общем, Это тогда, когда вы с мужиками ну, на ой, поле, короче, да, пили или ну что? оговорился, ну сразу. Ты можешь, пожалуйста, конечно. молочка мне там принеси, ну, как бы головушку чуть-чуть это. Подлечить, да? Да, чуть-чуть. Ну быстрее, можно? Мне с людьми надо поговорить. В общем, прошлую субботу с ребятами такой жизни дали. Реально заснули в поле. Сказал, что мы там что-то обсуждали. Ну, вот это ж она и возмущается, что день поля. Но оговорился, с кем не бывает. Эх. Ну ты несешь или нет? Держи. Спасибо. Пожалуйста. О, хорошая водочка. Ребята, каждый год в Татарстане проводится День поля. И вот в этом году, представь, одна из компаний рассказала о том, что чипировала 21 тысячу голов крупного рогатого скота. Что? Представляешь? И Это перевела их на блокчейн. Подожди, ты мне можешь хоть раз нормально объяснить, что такое этот ваш... Как его? Блокчейн. Вот, ну да. запомни ты уже, каждую субботу мы ж в клубе заседаем, обсуждаем, ну хоть раз запомни. Конечно, запоминаю. Блокчейн, ребята, в чем суть? И ты послушай уже хоть раз Давай. доступным языком. Давай. Вот мы в школе с тобой сидели за одной партой, у нас был классный журнал, там все было записано. Так вот мы с тобой в этом журнале, помнишь, мы там с крепочкой аккуратненько троечку на пятерочку, у нас нормальные оценочки выходили. Можно было все подделать. Так вот в блокчейне такого сделать нельзя. Там все, что записано, то записано. Как мы можем быть уверены в нашей корове? Где она ела травку, где она жила, как ее там воспитывали, кормили, хорошее у нее мясо или нет. Только блокчейн. Потому что все, что записано в блокчейне, изменить невозможно. То, что и подтверждает наш любимый Петенька. Поэтому блокчейн выгоден как потребителю, так и производителю. Все уверены в том, что то, что записано, то и есть. Вот так. Все? Да. Класс. Мне нравится. Это Гагарин Шоу. TikTok обвинили в массовой слежке за пользователями и передаче данных властям Китая. Китайский популярный сервис TikTok на самом деле является вредоносным ПО, разработанным властями КНР для массовой слежки. Об этом заявила хакерская группа Anonymous. Самые честные ребята. Они, кстати, крутые типы. Многоуважаемая хакерская группа, это я от себя. Anonymous подчеркивает, что передача пользовательских данных китайским властям может иметь последствия для каждого, включая тех, кто не боится слежки со стороны КНР. А план на самом деле коварный. Ты как бы знаешь вообще, ну, TikTok, знаешь, видел же, что там выкладывают? Да. Ну, как бы там такой, как бы, ну, максимальный такой... Я видел ТикТок в Инстаграм. Дебилизм, вот максимальный дебилизм. можно сказать? Власти КНР, скорее всего, хотят отследить максимальное количество дебилов и каким-то образом, знаешь, их точечно как-то, ну, ликвидировать. То есть Вот. это Танос? Да, да, да. Это как в «Людях Икс», когда он подключался и видел всех вот этих вот, ну, необычненьких. Тоже хороший. Да, то хороший, а это плохой. Ага. Вот, и они вот так вот, как бы, ну, на весь То есть мир... в как шлеме бы, Трамп, всех, да? всех дебилов вот этих, которые там в ТикТоке там вот это вот страдают мантией, они как бы вот всех вычисляют. Но, включая тех, кто не боится слежки со стороны КНР, написано в новости. Это знаешь кто? Это те, кто в Инстаграме выкладывают еду. Такие вот эти беспечные ребята. Ты думаешь, они не боятся КНР? Да, и лупанут и вот этих тиктокеров, и тех, кто А выкладывает в Инстаграме почему ты еду. так решил? Ну, мне кажется, такие вот они, знаешь, Бесстрашно. их надо выносить всех, и тех, и тех. Как ты считаешь, Вот. это правда или нет? В смысле, правду ли говорит Анонимус? Да. А правду. А правду? Правду. Это Гагарин Шоу. Это ты читал, да? Это я читал. На биткоин. Новость опять же, кстати, извини. Я, кстати, смотрю реально выпуски, и, ну, я не понимаю, почему мне хочется тебя перебить. Это какое-то внутреннее желание доминировать над тобой. Нет, это тебе внутреннее желание. Это как бы нормальное желание всегда и везде быть первым. Да, не хочется быть первым, просто Но. хочется доминировать тупо над У тобой. меня есть один пример. Вот Вова конь, запряженный в мою колесницу. Он-то несется впереди, но упряжки у меня.
На биткоин и этериум приходится более 99% комиссий, получаемых всеми майнерами. Все, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Ваше слово. Ваше слово. Это Гагарин-шоу. Я не забуду тебя никогда, твою любовь, твою печаль, улыбки, слезы, а за окном все так же стонут провода. Ныряй. Ныряй. Мне тебя надо умудриться раздеть. Ксюше со мной так уже не интересно, ей нужны какие-то предметы теперь. Справил жене сапоги, а теперь куплю шубу. Спасибо тебе, Леня Голубков. Но только в Сингапуре о тебе ничего не слышали, а там произошло нечто, о чем стоит поговорить в этом выпуске. Гражданин Сингапура Фэнг Хун Сун Фок Сэнг с 2016 года рекламирует... Это смешно. Рекламировал пирамиду OneCoin, ввиду чего 1180 человек оказались вовлечены в этот мошеннический конгломерат с претензией на и, соответственно, лишились своих денег. Но что вы думаете? Сингапур – это вам не хухры-мухры, поэтому этого пацаненка прижали за яички и отвели в суд. Там судья ему сказал: Фок Сэнг, ой-ой-ой, 100 тысяч сингапурскими деньгами, что нашими нормальными составляет приблизительно $72, чпокнули Фок Сэнга. Ребята, какой вывод хочется сделать из этой новости? Я вас умоляю, ну поймите же наконец, перестаньте рекламировать всевозможный скам и вот это вот все дерьмо, потому что судьба злодейка все равно настигнет вас. И поверьте мне, даже создательница OneCoin Ружа Игнатова, которая шлепнула всех на $4 миллиарда, все равно будет найдена. Хоть целиком, хоть по частям. Смотрите внимательно, ребята. Для того, чтобы вашу мохнатку гладили, нужно реально джобовать каждый божий день. Нужно достигать и расти. И только лишь истинный труд принесет вам результат, принесет вам именно те плоды, которыми вы сможете наслаждаться. Да, Ксюш? А я думала, мы все купили за биткоин. Нет? Все по новой, ребята. Я короче, что-то тупанула. Блин! Нет, все, нет, все круто. Это я сейчас запланировано. Это я так специально закончил, все окей. Это Гагарин-шоу. Можно маленькую ремарку? Да. Я понял, что это за звук от Вовы. У кого есть пунктесвитчер? Когда ты пишешь на одном языке и потом переключает язык. Он читал новость на английском, переключил ее на русский и продолжил. Вот у него, когда где английские слова на английском, он на русский переводит. Давай. 700 тысяч отелей начнут принимать биткоин и 30 других криптовалют. Поддерживаемый Binance блокчейн-сервис бронирования отелей Травала. Хорошее название. Я хотел Тралала прочитать. You touch my tralala. Да. Объявил о партнерстве с американским туроператором Expedia. Благодаря этому оплатить номера более чем в 700 тысячах отелях из каталога компании можно будет с помощью биточка. Да, на самом деле это бешеный прорыв, ведь до того, как появилось это решение, не было возможности конвертировать биткоин в деньги и оплатить номер. То есть это было недоступно пользователю. То есть все владельцы биткоинов, они сидели и думали: блин, а что же делать? А как же вот у меня вот биткоины, и вот хочу поехать, значит, с супругой, значит, в Австрию на лыжах покататься. А как же мне это сделать? И получается, все, у кого биткоины, никто никогда не летал никуда. С 2009 года все по домам сидят, они не знают, как конвертировать. Так еще и представь, ты вот... А тут такой удобный сервис. Ну, на самом деле, наверное, с точки зрения mass adoption, наверное, это каким-то образом облегчает жизнь, конечно же. Вот, но не думаю, что это прям будет супер востребовано, как бы оплачивать. Ну, думаю, да. Да. Проще было бы на самом деле привязать какую-нибудь такого типа криптовалютного мерчанта к сайту booking.com. Вот это было бы жестко. Я думаю, что все впереди. Ну, конечно, все впереди. И у тебя, и у меня. Это Гагарин-шоу.
Южная Корея создаст зону свободной торговли, управляемую блокчейном. Слушай, знаешь, о чем я подумал? Давай. Только что. О чем ты подумал? И Знаешь, о чем я только что подумал? А как ты думаешь, а мы сможем с тобой синхронно читать новость? 3, 2, 1. чиновники решили использовать новый формат управления из-за строгих законов по отношению к наркотическому сырью. Теперь я. До недавнего смягчения правовой базы, а ты теперь продолжай. В Южной Корее конопляная промышленность могла производить лишь текстиль и семена. Теперь власти хотят создать рынок ценных биоматериалов и медицинской марихуаны. Правительство страны намерено активно интегрировать блокчейн и в другие отрасли хозяйства, Поскольку считает что сейчас золотое время. для развития данной технологии. Короче, вот наконец-таки нормальная, свежая новость, которая иногда бодрит, иногда расслабляет в зависимости от блокчейна, который ты покурил. Если вам понравилась, значит, данная вариация изложения новости, то подписывайтесь и ставьте колокольчик. Лайк. Сразу половина отписалась. Южная Корея хочет ввести блокчейн для контроля торговли марихуаной. Тогда они будут понимать, где, что, сколько продается, кто что курит, кого где, на какие штрафы наказывать, как кого ловить, кого куда садить. А в Южной Корее легализована конопля? Нет. Они хотят пойти по пути Голландии. Ну и правильно. Я считаю, что давно пора корейцев накуривать. Вообще глаз не будет. Северная это курит. Вообще глаз не будет, представь. Свет погаснет навсегда. Голландцы-то курят почему? У них еще хоть щелочка остается. А вы если будете курить, пацаны, то я не знаю. Свет погаснет. А что свет выключил? Ну что, я считаю, значит, в добрый путь, Южная Корея. Что тебе хочется еще пожелать? Who let the dogs out? Ну что же, вот и подошли к концу самые актуальные новости мира криптовалют и финансов. И по традиции маленький подарок от нас. Руслан Апанасенко. Hey, slow it down. What do you want from me? What do you want from me? Yeah, I'm afraid. What do you want from me? What do you want from me? And a man of been and I'm glad to keep myself away. Oh, once upon a time I couldn't get at this, but now here we are. So what do you want from me? What do you want from me? Just don't give up. Are you walking it out? Please don't with me. I've let you down. You don't lift me up. Me the second to breathe. Just keep coming around. Hey, what do you want from me? 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 No, I didn't let you down. So just don't give up. Are you walking it out? Please don't with me. I haven't let you down. It don't lift me up. Me no second to breathe. Just keep coming around. Hey, what do you want from me? What do you want from me? What do you